Здравствуйте, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я буду делать на обед очень легкий обед, быстрый. Это горячие бутерброды с ветчиной, с сыром и с помидорами. Я уверен, что многие делают эти бутерброды, но я решил показать, как я делаю. Может быть, я вам какую-то идею подкину, или если вы уже такое делаете, может быть, вам интересно просто посмотреть. Два бутерброда с разным хлебом. Один белый хлеб, другой зерновой хлеб. В первую очередь я поставлю немножко масла на каждой серединке, таким образом. Хлеб мы намазали, так что на хлеб теперь мы положим ветчину. Она уже приходит у нас нарезанная, так я немножко расправлю, чтобы она более такая пышная была. Таким образом. Я уверен, что много людей знают, как этот бутерброд делать. Ну, там много видео тоже, но я решил показать, как я делаю, поделиться своим опытом. Потому что эти бутерброды можно делать по-разному. И теперь я нарежу помидор. Итак, помидор мы нарезали и поставим на ветчину. Вот таким образом. Теперь я нарежу зеленого лука тоже. Итак, а теперь этот лучок мы положим на бутерброды сверху. Таким образом. Так. Оно придаст немножко свежесть. И что я еще добавляю? Я немножко взял петрушки и укропа. Тоже порежу мелко-мелко и сверху посыплю. Она дает еще такой привкус свежести, когда вы кушаете. Я никогда так раньше не делал, где-то год назад я решил попробовать, потому что у меня было много зелени, и я решил попробовать. И вы знаете, бутерброд пошел с успехом у меня в семье. Таким образом. Это очень легко делать, очень хорошо пойдет на обед тоже. А теперь, что я делаю? Я возьму слайсы сыра, У меня Emmental, этот швейцарский сыр. Я люблю этот сыр, он такими с дырочками проходит. Потому что слайсы немножко большие, так я немножко отрежу, но я положу сверху сыр. Вот так я делаю. Теперь я накрываю здесь этот один и этот. Сверху вот так. Так. Накрываю таким образом. Вот так. Это холодный бутерброд у нас получился. Но мы делаем горячий бутерброд. Так что мне надо теперь включить машинку, которая мне все это делает. Так что настало время готовить наши бутерброды. Я включил нашу машинку Grill, которая мне поможет все взять горячие бутерброды. Сразу скажу, я не делаю рекламу, но если у вас есть возможность увидеть такую машинку, такую печку в продаже, покупайте, вы не пожалеете. Она вам сократит время и поможет сделать прекрасно приготовленные сэндвичи, бутерброды или мясо, или еще чего-то. Да. Потому что это здесь как все программировано. И она по цвету покажет, когда время уже поставить сэндвич, бутерброды туда в машинку, или когда они уже готовы. Все это запрограммировано. Так что я вам рекламу эту не делаю, но я вам просто даю совет, потому что я этой машинкой пользовался последние годы, и я не пожалел, что я
купила. Итак, машинка сигналит, что время уже поставить наши бутерброды. Так. Так. И накрываем. И когда бутерброды будут готовы, машинка нам тоже скажет. Или эта печка тоже скажет, когда будет готова. Если даже вы заметили, она сейчас показывает синий или голубой цвет. Это значит, еще холодно, еще приготовляется. А потом она изменит цвет тоже. И пробипикает тоже, что скажет нам, пора вытаскивать наши бутерброды. Наши бутерброды готовы, зеленый цвет, печка наша просигналила, так что пора их вытаскивать и посмотрим, что у нас получилось. Итак, посмотрим, что у нас получилось. Посмотрите, какая красота. А теперь мы посмотрим в разрезе. Это один бутерброд. Посмотрите, какая прелесть. А теперь другой бутерброд. Посмотрите, какая прелесть. Посмотрите, какая прелесть у нас получилась. Это горячие бутерброды, ветчина с сыром, зеленый лучок, немножко зелени там. А самое главное, быстро, вкусно и аппетитно на легкий обед. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Я знаю, что это очень легкий рецепт. Все знают, как готовить горячие бутерброды. Но я, может быть, вам сегодня дал какую-то идею. Или кто раньше такого не делал, новые, совсем молодые люди, которые только начинают готовить. Может быть, я им дал идею, как делать простой бутерброд горячий. Если вам понравилось это видео, подпишитесь, поставьте лайк. А на этом я скажу вам приятного аппетита. Берегите себя, своих знакомых, друзей, свою семью. И доброго неба всем нам. Приятного аппетита. Пока-пока. До встречи всем.